Всем привет! В этом видео я расскажу, как я вязала такой жакет, и в конце видео покажу для тех, кто не разберется, как вязать этот узор, кто не разберется в схеме, я покажу, как его вязать. По подобному изделию у меня на канале есть подробный МК в двух частях, где можно посмотреть всю технику вязания такого жакета. Ссылку я оставлю. Разница там только в пряже и в узоре, а принцип вязания абсолютно одинаковый. Это жакет с имитацией вточного рукава. Связан он на 50 размер. Вязала спицами 3,5 мм, и на этот жакет у меня ушло полностью одна упаковка 500 граммов. Вот все, что у меня осталось от упаковки. Это пряжа Fibra Natura Lima. Так, в 100 граммах здесь 260 метров, и это 100% шерсть. Так, рекомендуют спицы здесь 4-5, по-моему, миллиметров. В общем, я вязала 3,5, жакет довольно плотный получается, но мне кажется, что этого вполне достаточно. Можно, конечно, и спицы большего размера использовать. Номер у меня 42007. Так как у меня этой пряжи осталось совсем мало, то показывать я буду узор на такой же пряже, но другого цвета. Мотки вот такие большие. Это серый цвет, пряжа абсолютно такая же. Здесь номер 42030. Пряжу и эту горчичную и серого цвета я получала из интернет-магазина «Мир вышивки». И под видео, как обычно, будет ссылка на сам интернет-магазин и также на промокод, которым вы можете воспользоваться и получить 10% скидку на ваш первый заказ в этом магазине на любой товар. Размеры моего жакета следующие. Длина полностью от плеча 66 сантиметров, ширина 55 сантиметров. Рукав. Высота проймы 22 сантиметра. Ширина рукава я вот так немножко расправляла, когда измеряла, так как здесь резинка широкая, немножко в расправленном виде, слегка 17 сантиметров, и в конце вот здесь тоже немножко вот так расправила 13 сантиметров. Длина рукава от плеча вниз 44 сантиметра, и по внутреннему шву 28 сантиметров. Ширина горловины вот здесь в открытом крае 14 сантиметров. Рукав у меня укороченный, это 3/4. На полный размер у меня пряжи не хватило, но в принципе мне такой рукав, длина такого рукава вполне устраивает и нравится. Жакет я постирала в стиральной машине при 30 градусах с отжимом 800 оборотов. С ним ничего не произошло. Сначала я попробовала на образце, убедилась в том, что все нормально, и постирала сам жакет. Также я здесь установила кнопки. У меня здесь они установлены полностью. Кнопки не пришитые, а поставленные. Очень удобно, хорошо все держится. Если хотите вязать на пуговицах, то нужно будет вывязывать отверстия для пуговиц. Мне здесь этого не нужно было делать. Связан он отдельными деталями, отдельно спинка, отдельно полочки, и сверху вниз вывязана имитация вточного рукава. В том видео подобном, про которое я говорила, я там все подробно это показывала. И здесь по плечам соединяла методом 3 спиц, а шов по рукаву и по боковой части с помощью крючка соединительными столбиками. Планка здесь цельновязаная, и она идет только по полочкам, по спинке планки нет.
Теперь расскажу по рядам и по петлям. Начала я вязать, как обычно, со спинки. Вот. Для спинки я набрала 130 петель и распределила узор следующим образом. Кромочная петля, затем 3 лицевых, дорожка из 3 лицевых, затем 14 петель вот этого узора, который я покажу, как вязать. И между этими узорами у меня идут по 4 лицевых петли между ними. Вот 14 петель узор, 4 лицевых, 14 петель узор, 4 лицевых. Такие дорожки. И в конце также симметрично заканчивается 3 лицевые и кромочная. Итак, я вязала до начала вывязывания пройм ровно 108 рядов. В 109 ряду я начала вывязывать проймы. На пройму я убавила с каждой стороны по 17 петель. Со 109 ряда, значит, начиная в каждом лицевом ряду. Закрыла 5 петель, затем 4, 3, 2 и 3 раза по одной. И на спицах, это с каждой стороны, и на спицах у меня осталось 96 петель. Эти 96 петель я вязала дальше ровно по 168 ряд. Провязав ровно, петли оставила на спинке открытыми и перешла к вязанию полочек. Значит, на полочку набрала 81 петлю и распределила узор следующим образом. Планка у меня состоит из 9 петель. Это двойная кромочная, 1 лицевая, 1 изнаночная и 5 лицевых. Вот 9 петель. Планку вязала неизменно до самого конца. Значит, 9 петель планка. Дальше также чередую 14 петель узор, 4 лицевые, 14 петель узор, 4 лицевые. И в конце, так как боковая часть спинки, после узора 3 лицевые и кромочная, чтобы здесь все одинаково сошлось. Так я вязала, что касается проймы, аналогично спинке, также со 109 ряда такое же количество петель убавляла. А по вырезу горловины я делала убавки в следующих рядах. Значит, до выреза горловины я провязала 96 рядов. Из 97 ряда я начала делать убавки по горловине. Всего я сделала 27 убавок. Убавляла только в лицевых рядах, в изнаночных ничего не убавляла. Значит, 27 убавок, из них 19 раз я убавляла в каждом втором ряду, то есть через лицевой ряд. Ой, неправильно говорю, в каждом втором, в каждом лицевом, получается, ряду. И 8 раз в четвертом ряду, то есть через лицевой ряд. 19 раз в каждом втором, 8 раз в каждом четвертом ряду. И после убавок у меня на спицах осталось 37 петель. И в последнем ряду я в планке убавила 2 петли. Я убавила вот эту изнаночную, которая в начале, и 2 кромочные провязала вместе, чтобы получилось как 1 кромочная. Итого у меня на планке осталось 7 петель. И общее количество петель стало 35 петель на спицах. Эти 35 петель я соединила со спинкой. Также 35 петель здесь и здесь, по 35 петель с каждой стороны. Соединила. Оставшиеся петли по горловине я закрыла обычным способом, протяжкой. И у меня получилось по 35 по плечам и 26 в центре я закрыла. Аналогично вторая полочка. Также точно, только она начинается не с планки, а с бокового
шва. То есть кромочная, 3 лицевые, затем узор 4 лицевые и в конце эти 9 петель планки. Все остальное точно так же в тех же рядах. Когда я соединила по плечам боковые швы, то стала вязать имитацию вточного рукава. Для этого я от центра, то есть от плечевого шва, отметила в стороны по 6 кромочных. Всего 12 получилось, 6 сюда, 6 сюда. И в них, в эти 12 кромочных, набрала 12 петель. То есть из одной кромочной поднимала одну петлю. И связала на этих 12, начала вязать на этих 12 петлях сначала 12, центральные 12 петель узора, так как узор состоит из 14 петель, то есть здесь одну изнаночную, здесь одну изнаночную. Далее добрала, а сначала вот эти 12 петель. И дальше я поднимала петли, как обычно это мы делаем при вязании имитации вточного рукава. Это также в том видео подробном я показывала, на которое я сказала, что оставлю ссылку. И здесь аналогично, как я поднимала петли. После того, как я эти 12 петель провязала, и затем я поднимала по одной петле, значит, всего по одной петле я подняла 21 раз по одной петле. Затем я повторила пройму, так как я ее закрывала по спинке и по полочкам, только в обратном порядке. То есть провязала 21 раз по одной петле, подняла, затем в следующем ряду подняла по 2 петли с каждой стороны, в следующем по 3, затем 4 и 5. И на рукаве, на спицах полностью после последнего ряда, когда я провязала последний ряд оката, у меня было 82 петли. И дальше я вязала, значит, здесь на рукаве я вязала узор только по центру, а оставшиеся петли, которые добирала, я включала в узор, который чередует 4 лицевые, 4 изнаночные, 4 лицевые, 4 изнаночные. Здесь я уже только по центру сам этот узор провязала. Также я по рукаву уже после оката сделала несколько убавок. Всего я убавила по 7 петель в начале и в конце ряда, то есть 14 петель. Всего 7 убавок. После последней убавки у меня осталось на рукаве 68 петель. Их вязала уже ровно. Убавки я делала, начиная с 3-го ряда. В начале ряда провязывая 2 петли вместе и в конце ряда провязывая 2 петли вместе лицевой, вот по одной лицевой дорожке. И в следующих рядах делала убавки: в 3-м, в 7-м, в 13-м, 19-м, 25-м, 31-м и 37-м. И всего я провязала 118 петель, 118 рядов по рукаву. Петли я закрыла просто протяжкой по узору, где шла лицевая петля, провязывала ее лицевой и протягивала через предыдущую. Где изнаночная, то вязала изнаночной и протягивала через предыдущую петлю. После этого я соединила рукав и боковой шов крючком 2,5 мм соединительными столбиками по изнанке. Дальше аналогично связала второй рукав, и на этом вязание жакета было закончено. А теперь я покажу, как вязать этот узор. Покажу один раппорт узора в высоту. Это 24 ряда. Ссылку на схему я оставлю под видео, и фото также оставлю схемы. Вы сможете сделать скриншот и
отметить себе. Я вязала перед началом вязания своего жакета вот такой образец. И сейчас я на серой пряже покажу, как вязать, но наберу немного меньше петель лицевой глади. Наберу после кромочной 3 лицевых, затем 14 петель вот этого центрального узора, 3 лицевых и кромочная. Это получается 22 петли. И на них буду показывать все 24 ряда, которые повторяются. Узор повторяется с 1 по 24 ряд. Я набрала 22 петли для образца и начинаю вязать первый ряд. Как я сказала, дополнительно я набрала кромочная, 3 лицевые. И я отмечу маркерами 14 петель самого узора. Все, начинаем вязать узор. 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 лицевые, 1 изнаночная. Следующие 2 петли нужно перекрестить с наклоном вправо. Для этого за работой, рабочая нить перед работой, я снимаю одну петлю, не провязывая, переснимаю ее на правую спицу, следующую петлю провязываю лицевой, и теперь мне нужно поменять их местами и провязать снятую петлю. Для этого я завожу спицу за работу, вторую петлю снятую возвращаю на левую спицу, придерживаю провязанную петлю и переношу ее на правую спицу. И снятую петлю также провязываю лицевой. Вот мы перекрестили с наклоном вправо. Дальше 1 изнаночная, 2 лицевых, 3 изнаночных, 1, 2, 3. Все это 14 петель узора. Отмечаю маркером и в конце три лицевых, 1, 2, 3 и последняя кромочная изнаночной. Это первый ряд узора. Все изнаночные ряды вяжутся по узору, как смотрят петли. Где мы видим изнаночную, там вяжем изнаночной. Где лицевые, там лицевые. То есть вот 3 лицевые, второй ряд, 2 изнаночные, вот лицевая, значит лицевой вяжем. Дальше 2 изнаночные, следующая лицевая идет, значит лицевой вяжем. Следующие 2 изнаночные вяжем изнаночными и 3 лицевые провязываем лицевыми. И так все изнаночные ряды по узору. Узор меняется только в лицевых рядах. Дальше. Третий ряд. До узора провязываю лицевые петли. После маркера узор. 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 лицевые, 1 изнаночная, и также перекрестить эти 2 петли с наклоном вправо. За работой снимаю петлю, не провязанную на правую спицу, следующую провязываю лицевой, заводя спицу за работу, снятую петлю на левую спицу, провязанную на правую, снятую петлю провязываю лицевой. 1 изнаночная, 2 лицевых, 3 изнаночных. Все, после маркера уже просто лицевые петли. Для образца набирайте себе побольше, чтобы измерить также и плотность вязания лицевой, в том числе глади, не только самого узора. Четвертый ряд. Как смотрят петли. Пятый ряд.
Провязываю лицевые петли до узора и затем узор. 3 изнаночные петли. Следующие 2 петли нужно перекрестить с наклоном влево. Для этого первую петлю я снимаю не провязанной перед работой, рабочая нить за работой. Следующую петлю провязываю изнаночной. Дальше на левую спицу перед работой переношу снятую петлю, а провязанную на правую спицу. Снятую петлю провязываю лицевой. Следующие 2 петли нужно перекрестить с наклоном вправо. Для этого за работой снимаю 1 петлю не провязанной, следующую провязываю лицевой. За работой снятую петлю переношу на левую спицу, провязанную переношу на правую спицу. Снятую петлю провязываю изнаночной. Повторяю также предыдущие 4 петли. Первые 2 петли перекрестить с наклоном влево. Перед работой снимаю 1 петлю, следующую петлю провязываю изнаночной. Перед работой переношу на спицу снятую петлю на левую, провязанную на правую. Снятую петлю лицевой. Следующие 2 петли перекрестить с наклоном вправо. За работой снимаю 1 петлю, следующую петлю провязываю лицевой, за работой снятую петлю на левую спицу, провязанную на правую, и снятую петлю провязываю изнаночной. 3 изнаночные петли. Все, узор провязан, и дальше лицевые петли. 6-й ряд, как смотрят петли. 7-й ряд. До узора лицевые петли. Дальше узор. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. И следующие 2 петли нужно перекрестить с наклоном вправо. За работой 1 петлю снимаю на правую спицу, следующую провязываю лицевой, за работой подхватывая снятую петлю на левую спицу, провязанную на правую спицу. Снятую петлю вяжу лицевой. 2 изнаночные петли. И еще раз то же самое. За работой 1 петлю снимаю не провязанной, следующую вяжу лицевой. За работой подхватываю снятую петлю на левую спицу, провязанную переношу на правую спицу, снятую петлю вяжу лицевой. 4 изнаночные петли. 1, 2, 3, 4. Узор связали, дальше лицевые петли. 8-й ряд, как смотрят петли. 9-й ряд. До маркера лицевые петли. После маркера узор. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Следующие 2 петли перекрестить с наклоном вправо. За работой 1 петлю снимаю не провязанной, следующую лицевой. За работой подхватываю снятую петлю на левую спицу, провязанную переснимаю на правую спицу, снятую петлю изнаночной. Следующие 2 петли перекрестить с наклоном влево. Перед работой петлю переснимаю на левую спицу, следующая изнаночная. Перед работой снятую петлю на левую спицу, провязанную на правую спицу. Снятая петля лицевая. И повторяем. Следующие 2 петли перекрестить с наклоном вправо.
Одну петлю снимаю за работой, следующая лицевая. За работой снятую петлю на левую спицу, провязанную на правую спицу. Снятая петля, изнаночная. Следующие 2 петли перекрестить с наклоном влево. Перед работой снимаю петлю на левую спицу, следующая изнаночная. Перед работой снятую петлю на левую спицу, провязанную на правую, снятая петля, лицевая. 3 изнаночных. 1, 2, 3. После маркера лицевые петли. 10 ряд, все петли по узору. 11 ряд. До маркера лицевые петли. После маркера узор. 2 изнаночные петли. 1, 2. Следующие 2 петли перекрестить с наклоном вправо. За работой снимаю петлю не провязанной на правую спицу, следующая лицевая. Снятую петлю на левую спицу, провязанную на правую, снятая петля, изнаночная. 2 изнаночные петли. Следующие 2 петли перекрестить с наклоном вправо. За работой одну петлю снимаю на правую спицу, следующая лицевая. За работой снятую петлю на левую спицу, провязанную на правую, снятая петля, тоже лицевая. 2 изнаночные петли. Следующие 2 петли перекрестить с наклоном влево. Перед работой снимаю петлю, следующая изнаночная. Перед работой возвращаю снятую петлю на левую спицу, провязанную на правую, снятая петля, лицевой. 2 изнаночные. Дальше после маркера лицевые петли. 12 ряд, как смотрят петли. Тринадцатый ряд. До маркера лицевые петли, после маркера узор. 2 изнаночные петли, 1, 2. Следующие 2 петли перекрестить с наклоном влево. Перед работой снимаю петлю, следующая изнаночная. Перед работой снятую петлю на левую спицу, провязанную на правую спицу, снятая петля, лицевая. 2 изнаночные. Следующие 2 петли перекрестить с наклоном вправо. За работой снимаю петлю, следующая лицевая. За работой возвращаю петлю на левую спицу, снятую, провязанную на правую, снятая петля, лицевая. 2 изнаночные. Следующие 2 петли перекрестить с наклоном вправо. За работой снимаю одну петлю, следующая лицевая. За работой снятую петлю на левую спицу возвращаюсь, провязанную переношу на правую, снятая петля, изнаночная. 2 изнаночных. Все. После маркера лицевые петли. 14 ряд, петли по узору. 15 ряд. До маркера лицевые петли, после маркера узор. 3 изнаночные, 1, 2, 3. Следующие 2 петли перекрестить с наклоном влево. Перед работой снимаю петлю, следующая изнаночная. Перед работой снятую петлю на левую спицу, провязанную на правую, снятая петля, лицевая. Следующие 2 петли перекрестить с наклоном вправо. За работой снимаю петлю, следующая лицевая. За работой возвращаю снятую петлю на левую спицу, провязанную на правую, снятая петля, изнаночная.
Следующие 2 петли перекрестить с наклоном влево. Перед работой снимаю петлю, следующая изнаночная. Снятую петлю перед работой на левую спицу, провязанную на правую, снятая петля лицевая. И следующие 2 петли перекрестить с наклоном вправо. За работой петлю снимаю, следующая лицевая, возвращаю за работой снятую петлю на левую спицу и провязываю ее изнаночной. Три изнаночные. 1, 2, 3. После маркера лицевые петли. 16 ряд, как смотрят петли. 17 ряд. До маркера лицевые петли, после маркера узор. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Следующие 2 петли перекрестить с наклоном вправо. За работой снимаю петлю, следующая лицевая. За работой возвращаю снятую петлю на левую спицу и провязываю ее лицевой. 2 изнаночные. Следующие 2 петли также перекрестить с наклоном вправо. За работой петлю сняла, следующая лицевая. Снятую петлю за работой возвращаю на левую спицу, провязываю лицевой. 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Узор закончен, после маркера лицевые петли. 18 ряд, петли по узору. 19 ряд. В начале ряда лицевые петли вяжем, после маркера узор. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Следующие 2 петли перекрестить с наклоном вправо. За работой снимаю петлю, следующая лицевая. Возвращаю снятую петлю, подхватывая за работой на левую спицу, и провязываю ее также лицевой. Следующие 2 петли перекрестить с наклоном влево. Перед работой снимаю петлю, следующая петля изнаночная. Перед работой возвращаю снятую петлю на левую спицу и провязываю ее лицевой. Следующие 2 петли перекрестить с наклоном вправо. За работой петлю снимаю, следующая петля лицевая, возвращаю снятую петлю на левую спицу и провязываю ее изнаночной. Следующие 2 петли перекрестить с наклоном влево. Перед работой снимаю петлю на правую спицу, следующая лицевая. Перед работой снятую петлю переношу на левую спицу и провязываю также лицевой. 3 изнаночные. 1, 2, 3. После маркера все петли лицевые. 20 ряд, все петли по узору. 21 ряд. Лицевые петли до маркера. После маркера начинаем узор. 3 изнаночные. 1, 2, 3. 2 лицевых. 1 изнаночная. Следующие 2 петли перекрестить с наклоном вправо. За работой переснимаю петлю на правую спицу, следующая лицевая. За работой возвращаю снятую петлю на левую спицу и провязываю ее также лицевой. 1 изнаночная, 2 лицевые, 3 изнаночных. 1, 2, 3. Узор провязан. Заканчиваем лицевыми петлями. 22 ряд, как смотрят петли. 23 ряд. Он вяжется так же, как 21.
Вяжем лицевые петли. Дальше узор. 3 изнаночные. 1, 2, 3. 2 лицевых. 1 изнаночная. 2 петли перекрестить с наклоном вправо. За работой петлю переснимаю на правую спицу, следующая лицевая. За работой снятую петлю на левую спицу, провязанную на правую спицу, снятая петля, лицевая. 1 изнаночная, 2 лицевых, 3 изнаночных. 1, 2, 3. Заканчиваем лицевыми петлями. 24 ряд, все петли по узору. Я провязала все 24 ряда раппорта в высоту. Дальше узор повторяется с первого ряда. После стирки узор очень хорошо расправляется, и петли становятся более ровными. Это все, что я могла рассказать. На ваши вопросы, если они возникнут, я отвечу в комментариях. Большое спасибо за просмотр. Вяжите с удовольствием и до встречи в моих новых видео.